Привет, дружище! Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Сегодня на обзоре у нас будет вот такой вот сухой паёк. Это сухой паёк вооруженных сил Казахстана. Его энергетическая ценность составляет 3139 килокалорий, а вот вес не указан. Разделен он на 3 модуля: завтрак, обед и ужин. Все находится в одном пакете. Это очень даже хорошо, в отличие от испанского рациона питания. Ну что, давай попробуем. Ну что ж, сегодня ко мне присоединился Денис. Привет, у меня выходной. Просто решил прогуляться по природе. Не нагулялся. Друзья, как я и сказал, рацион состоит из модулей. Денис сказал, что он специально со вчерашнего дня не ел. И поэтому... Реально не завтракал. А сколько сейчас время, кстати, у нас? В районе 10, да? Да, около 10. То есть уже поздний завтрак будет. Давай быстрее, есть хочу. Давайте вскроем модуль на завтрак и посмотрим, что там. Для этого здесь вот есть такие вот, не знаю, рисочка или не рисочка. Попробуем оторвать по ней. Ну, упаковочка, я вижу, такая чахлая. И мы действительно, друзья, отрываем завтрак от основного пакета. При этом открыв, вот, блин, по этой риске обеденный модуль. Вот это вот не очень хорошо. Не продумано, не продумано, да, я согласен. Ты сказал, что у нас меню номер 1? Нет, не сказал. ИРП Казахстана, меню номер 1. Семипалатинский мясокомбинат, Республика Казахстан. Я вам напоминаю, что Семипалатинск — это как раз полигоны ядерные, советские. То есть думаешь, что что-то может быть? Я не знаю, ночью посмотрим, если начнем светиться, значит я был прав. Ладно, вскрываем. Значит, дружище, завтрак вот выглядит следующим образом. Пакет, но он не герметичный, и в нем что-то лежит. Пачка вот таких вот армейских галет, икра из кабачков, каша перловая с говядиной, яблочное повидло, но куда же без него, 3 пакетика сахара и упаковочка шая. В общем, Вася бы не был Вася, если бы сделал все без косяков. Вот так бы было бы неинтересно. В общем, он не прочитал, хотя здесь по-русски написано. Я вообще сомневаюсь, что он русским владеет, русским языком. И оторвал сначала ужин, верхнюю часть. А нужно было отрывать завтрак снизу. И тогда бы все получалось бы замечательно у казахов. То есть сохранялся бы обед и ужин герметично и с рукояточкой. Так что, ты, кстати, сказал, что герметично бы вот именно обед-то остался. Вот, может, он бы также разорвался, только снизу. Может быть, и разорвался бы, но мы это не узнаем по твоей вине. Ладно, Денис не упустил шанс меня подколоть. Друзья, вскрыли, ты видел, да, дружище, что вскрыли мы, значит, завтрак. И, блин, ни разогревашек, ни этого, как его там... Ложечки хотя бы. Ложечки там, да. Я вот сегодня не был уверен, что столовые приборы с собой взял. Честно думал, что забыл. И вот представляете, сейчас бы пришлось бы, не знаю... Руками бы жрал. Руками, да, как нормальный... Как нормальный, как это называется? Казах. Средний азиат, не будем так конкретизировать. Плов же руками едят, да? Друзья, ну, в общем, и получается такая история, что разогревать данный завтрак просто не на чем. Поэтому мы воспользуемся газовой горелочкой и подогреем все это. Да, дело. я пока почитаю, может, что интересного выясню тут. Ну, в общем, дружище, в подогретом виде она выглядит вот следующим образом. Видно мясо, перловочки. Кстати, мяса достаточно много. Порция такая, ну, в принципе, на одного человека даже здравая. Ну что, дружище, во-первых, извини, кстати, за качество видео. Против солнца снимаем. Кашку разогрели. Хорошо разогрел. Горяченькая, да? Угу. Ну, горячая лучше, чем холодная. Даже на жаре, да. Офигенная каша. Офигенская. Слушайте, а действительно... Как вот в лучшие армейские годы. Да. Прям классика армейская. Я вот лучок чувствую, даже вижу его. Единственное, что, ну, я, скорее всего, отвык от соли просто. В последнее время не очень солено ем. Мне просто кажется солоновато. Но на самом деле, скорее всего, нормально. Нет. Каша действительно в меру соленая. Соли прям как надо. Но есть один минус, друзья. Я бы сюда перца добавил. Вот не хватает пакетика с перчиком, да, согласен. Чуть-чуть вот перченого было бы вообще сказка просто. И состав здесь, ну, здесь ничего лишнего нет. Говядина, перловая крупа, жир, лук, соль. Перец черный, Вася, присутствует. Видимо, мало очень. Но его не чувствуется. На самом деле каша офигенная. Кстати, по поводу чая, ну вы уже видели, да, что пакетик один оказался классический кенийский, пиала фирма. Вот, мы с Васей запарили, сначала он себе пакетик, а потом я. Мне кажется, что... На двоих. Мне кажется, что да, что можно еще на 3-ю кружку было запарить. Такое чувство у меня. Кстати, приятный такой запах.
И у нас еще, друзья, здесь на завтраке есть икра кабачковая. Давай я галеты открою. Ух ты ж, ёшкин кот. Я думал, они там еще в одной упаковочке Слушай, будут. достаточно приятно пахнет. Попробовать. Галеты мы с тобой подраскрошили малость. Блин, а вот кабачковая икра мне нравится больше в наших ТРП. Ничего, что вот так вот. Да, Она конечно. жидкая, Вася, я вижу. Она жидковатая, ребят, и у нее нет явного такого насыщенного вкуса, как у нас. Нет, не то пальто. Не то, да? М. Я и говорю, что она хуже. Короче, сейчас чай попробую. Я пока про кашу еще скажу. Вот та говядина, которая содержится в каше, ее в принципе достаточно много. И я вот когда смотрел, перемешивал, я особо жил не нашел. Не, нету. Мне Мясо, кажется, что мясо, здесь мясо качественно. натуральное. Прям молодцы вообще. Чай, кстати, да, нормальный. Слушай, этот пакетик, наверное, без ножа не открою, да? Не вижу открывашки здесь нигде. М-м. Давай. На пакетах, друзья, кстати, действительно, на пакете с сахаром нет рисок, а пакет сам плотненький. Очень поэтому плотный. открыть его вот так вот, Смотри, какой сахар крупный. да, кстати, не получится. Как соль крупная. Ничего мы не перепутали с тобой. Да, нет. Хотя соленый чай это тоже нормально. Не, серьезно? На жаре же пьют соленый чай. Но я бы не сказал, В принципе- что чай прям вообще высшего сорта, честно тебе говорю. Он нормальный. Бывало и Он хуже. обычный, да. Да, бывало и Обычный хуже. чай. На 2 кружки одного пакетика хватает, и это радует. Короче говоря, галеты тоже так себе. Ты попробовал хоть галету? Вон, Нет, смотри, кстати. сломанная есть. Галеты, честно, так себе. Подожди-ка. До российских им далеко на самом деле. А, да. Менее плотные, чем российские галеты. По Ну и вкусу. вкус тоже. Ну, ты сначала так бы попробовал ее, то сейчас не поймешь. М. Не, икра, честно говоря, херня. Короче, каша зачет. Прям 5 с плюсямбой, с такой жирнячей. Галеты, Абсолютно поддерживаю Дениса. в галеты этом. стрёмненькие. Ну, на 4. Не пойму я. Ну, они безвкусные, блин, елки-палки. Вообще абсолютно. Наши какие-то более поджаристые, что ли, не пойму. Были запеченные, как их там У нас готовят. есть свой вот какой-то милый, сердцу родной вкус галет. Здесь Короче, я ожидал, честно, вот от кабачковой икры прям капец чего ожидал. Открывай повидло. м, Она подкачала, на самом деле. Я такой плохой не ел, честно вам говорю. Хотя я кабачковую и баклажанную икру люблю очень. Это там прям ниже 3, наверное, да? да, ну, блин, 2 с плюсом. Вообще никакая. Держи. Давай. Галеткой наверни. Ты же Давай. яблочный как бы. Я яблочное терпишь, вообще да? люблю. Это я клубничное не люблю. Ребят, сейчас будет экспертное мнение Дениса по поводу яблочного Ну, повидла. его вообще сложно испортить. В Казахстане-то яблок дофига, наверное, растет. Ах, какой запах. Вот если бы я не знал, что это из РП Казахстана, я подумал, что это из российского РП. Офигенно качественное яблочное Ты меня повидло. заинтриговал, блин, дружище. Ну, в общем, что сказать по завтраку. Во-первых, нет салфетки влажной, ни одной. Ну, понятно, хотя бы одна должна быть. Да? Вась, хотя бы одна салфетка должна быть? Должна. Должна, конечно. Опять же, столовый прибор. Я понимаю, вы сейчас скажете, Где? у сука? солдата все есть. Вот я вот сегодня не забыл, вот чуть не лоханулся. Давно уже не было у меня практики в лес походить из-за работы. И чуть не пришел без столовых приборов. Также любой солдат может все это дело где-нибудь оставить благополучно. И чем ему ездить, собственно говоря. Одна пластиковая ложка места не займет много, цену сильно не повысит. Правильно же? Да, но меня очень сильно напрягает отсутствие любых, блин, разогревательных приборов Вот. здесь. Учитывая, что на консервах написано, как тут правильно, рекомендуется подогреть. Да, слушай, горячая каша. перед употреблением подогреть просто В написано. То любом есть, случае, горячее это лучше, чем холодное. в общем, у нас не было возможности достоверную информацию получить о том, что в казахстанской армии есть по части разогревательных приборов, ложек, вилок у каждого солдата. Просто нет у нас знакомых там. Ребят, а верить всему, что кто написано... с Казахстана, блин, напишите, вот кто служил в армии, как вы разогреваете вот эти вот пайки. Да, вам мы верим, а верить всякой шляпе в интернете, ну, сами понимаете, это последнее дело. Короче, у кого есть достоверная информация, например, как бы солдат вот эту вот баночку разогрел, есть ли что-то у него там с собой? Может быть, они шаками все снабжены, Ну, может быть. бог их знает. И что там с ложками и вилками? А я пока молча кашу выдаем. Так, ну на обед у нас, как всегда, армейские галеты. Все те же 3 пакетика сахара, чай высшего сорта, банка тушенки и банка с борщом. В общем, дружище, тушенка вот выглядит следующим образом. Немного жира. Такой вот шмат мяса. Ну, сейчас мы ее немножко подогреем. Жилы сразу вон видны. Но посмотрим. Друзья, ну борщ выглядит
крайне странным. Он больше напоминает, честно говоря, солянку. Есть лавруха, виден перец, горошек, дофига капусты, мясо. Ну, есть, но не так много, как хотелось бы. И это, скорее всего, тушенка в нем. В общем, у нас с Денисом появилась идея, как эту солянку попробовать превратить, собственно говоря, в нечто подобие супа. В общем, дружище, идея приготовления борща в том виде, который он должен быть. Короче, если есть котелок, по-любому у казахских солдат он есть, из этой солянки, которая присутствовала в банке, делается борщ следующим образом. Добавляйте просто воды, доводите до кипячения. Да, и получится что-то, ну, наподобие. Вот. Ну, в принципе, так он больше на борщ похож. Да. Кстати, Вася попробовал его чуть-чуть до того, как мы воды залили, сказал, что дико соленый, да? Ну, я вот прям ложку просто облизал, мне показалось соленым. Сейчас просто, ну, нормально, попробуем, так скажем. Блин, не. Ну, на борщ это не очень похоже, Это мягко вообще говоря. не борщ, если честно. Если честно, больше на рассольник почему-то, да, по вкусу? Мгм. И все-таки он соленый, ребята. Блин, твою мать. Тушняк я уже попробовал. Жила там есть, но немного на самом деле. И тушеночка, в принципе, нормальная. Я вот так сейчас я сделаю. В общем, я резюмирую по поводу этого борща, так сказать. Папа. Невкусный, тройка в лучшем случае, но с голодухи вы его съедите в любом случае. Тушняк. Да, попробуй чуть-чуть. Мясо присутствует, ребят, здесь. Причем я ошибся, когда комментировал. Мяса здесь достаточно много. Короче, подожди, вот если к этому блюду относиться как к борщу, то есть написано на упаковке борщ, да, то, естественно, совсем не борщ. Если бы написано было просто суп какой-нибудь, капустный, щи там, Ну, что-нибудь да. такое, да? Потому что по сознанию уже захотела борща на самом деле, да, а тут нифига не борщ оказался. И в целом, как просто суп какой-то капустный, ну, на самом деле, не очень-то и плохо, мягко Да, только говоря. он соленый, блин, елки-палки. Ну, соленый, да, есть такое дело. И опять же, упирается все в том, что здесь нет перца. А вот реально бы хотелось вот разнообразие, вот перчика добавить сюда, было бы... Короче, чай тоже точно такой же, как на завтрак, подозреваю, что на ужин такой же. Да. То есть, что-то о нем сказать. Галеты, я не знаю, ты будешь галеты, нет? Открой, вдруг там сюрприз, вдруг вообще другие. Что-то как-то в этом хрен так не откроешь. Не, ну в принципе, я не согласен. Сколько ты тройку поставил? Да, Борщу? я большую тройку поставил. Нет, Галеты, дружище, те же самые. я не могу поставить тройку. Как борщ, это не борщ явно, это даже на единицу как борщ не тянет. А как, ну, щи, какой-то капустный суп, очень даже нормально. Зря ты так. Твердо, на мой взгляд, твердая четверка. А мне не очень понравилось. Так, давайте переходим. Денис, ты уже сказал что-нибудь? Нет? Попробуем? Да, я сказал, попробовал. Тушенка хорошая, жил там на самом деле не очень-то и много. Я же себе он в борщ закинул. Смотри. Ну, жила есть, кстати. Да, есть, Ну, вот, смотри какая. Я, походу, Смотри, тебе их все, кусмалящая жила. я тебе их все оставил. Смотри. Извини, друг, будешь грызть жилы. Блин, да. А ты знаешь, я скажу, что тушенка средненькая. В ней не чувствуется специй вообще. Просто. Ну, смотри, что там, перец и лавровый лист присутствуют в составе. Лук, перец черный, лавровый лист. Ну, лавруху вообще не чувствую. Ну, не знаю, ну вот не чувствую я, и все. Ее даже здесь и не видно. Перец, ну так себе. Если брать хорошую тушенку, Да, наша российская, то она гораздо больше выигрывает по баллам, нежели чем вот это. Это безвкусное. Соленый, даже с водой уже добавленный, он все равно на самом деле соленый. Честно. Ты про суп? Да. Ну вот я про что и говорю. В Перебор общем, с солью. вердикт твой по обеду. Ниже четверки. За общий обед ниже четверки. Суп, конечно, ты оценку занизил явно. Но нет никакой сладости к чаю, да, там ни шоколадки, ни хрена. Вообще. Про ложки и салфетки бы- мы уже говорить не будем, мы уже про них Ну сказали да. на завтрак. Я бы честно, ребят, сказал, ну тройка, и то с натяжкой, с конкретной. Спартанский такой рацион Да, вообще. Ничего лишнего, солдатский прием пищи. Итак, на ужин у нас каша рисовая с говядиной, яблочное повидло, уже 2 пакетика сахара, тот же чай и тадам! Те же самые, галеты. В общем, рисовая каша у нас выглядит следующим образом. Большая порция, ребят, честное слово. Достаточно много мяса, я вижу. Есть вот одна маленькая жилка, и в принципе, по большому счету, больше жилок здесь не видно.
Ну давайте попробуем. Ну что, хлопчик, попробуем кашку? Да, попробуем. Блин, Каша вкусная. перца не хватает. Но она все равно вкусная. Да, она хорошая, ребят. В разогретом виде действительно каша неплоха. Мяса достаточно много. Мясо отчетливо, вкус чувствуется. Угу. Рис. Рис тоже неплохого качества. В меру, кстати, жира здесь. Не так, как у нас вот в РП. В 7-м я брал. Кушал когда. Там тоже была рисовая каша с мясом. Но мяса было меньше. А жира было, блин, просто до хрена Потому что про реально. наши РП, особенно Барышкинского завода, нужно делать отдельное видео. А ты не захотел сегодня его брать. Зато мы взяли замечательный паёк Казахстана. Замечательный он чем? Давай резюмировать. Я ее даем, каша вкусная. Подождите, каша вкусная, действительно, 4 я ей поставлю однозначно. Нет, я даже 5 поставлю. Ну, тебе потому что какой? тебе перца не хватает просто. Так она Да. на самом деле вкусная очень. Давай резюмировать действительно по пайку уже. В общем, Паёк говно. паёк, нет, ну нельзя так. Паёк чемпион по натуральности. Вот на данный момент это 100%. Вообще ничего здесь лишнего нет. А чемпион он почему по натуральности? Потому что разнообразия здесь никакого. Да, Вообще это факт. никакого. Ребят, кстати, завтрак, точнее ужин от завтрака отличается только тем, что на завтрак была перловка, а здесь рис. Короче, Всё. ну не очень мне радостно за военнослужащих Казахстана. Да бедняги просто, если честно. Вкусно, да, ну кроме обеда, да. Но Лучше, это опять же вот честно, на в обед лучше бы, субъективно в всё. обед лучше бы все-таки положили кашу еще одну. Они у них классно получаются. Ну да, но борщ, конечно, говно, блин. Ну, вот я не знаю, ребят, мое субъективное мнение, борщ это не борщ был. Вы Паёк, видите, галеты мы не открываем. Повидло яблочное, то Ну, же самое, что с на утра, завтрак. да, был Ну на и чай завтрак. абсолютно такой же, там это пиала, кенийский, там как его классический. Друзья, паёк, ну, на мой взгляд, если и тянет на 3, но прям с конкретной натяжкой, И то потом- по-братски, потому что соседи. по-братски, да, потому что разнообразия просто 0, от слова нет совсем. Вот причем он по внешнему виду многообещающе Здоровый, выглядел, да? так. Я не знаю, я вот тройку с огромной натяжкой поставлю, не больше. Если Да, честно. несмотря на натуральность, несмотря на то, что очень вкусные каши, очень вкусные. Ну, выше 3 вообще никак. Просто нереально. Мы уже перечисляли, да, отсутствие разогревательных элементов, отсутствие столовых приборов, отсутствие тех же самых салфеток, отсутствие каких-либо вкусняшек, кроме вот этого вот яблочного повидла. Нет никаких специй дополнительных, ни соли, ни перца, хотя тут соли везде Соли нахрен не достаточно, надо, да. Ну вот перец хотя бы, да, положите какой-нибудь соус туда, я не знаю, тот же самый кетчуп. Ну и вообще, в принципе, опять Кофе на завтрак, ребята, блин, кофе, я понимаю, Средняя Азия, у Один вас пакетик. чай, блин, но один маленький, вот твою мать, в самый стрёмный пакетик положите, это кофе. же. И все-таки еще немаловажный момент, даже очень важный. Таблеточки для обеззараживания воды. Где? Таблетки для обеззараживания воды, мультивитаминку туда положите после этого пайкана, блин, пригодится. Ну, И не знаю. где какой-нибудь растворимый напиток? Что это? Чай. Что это такое, а? В общем, Неприятно удивил казахстанский Да. рацион, прям неприятно. 3. Да, ну это Блин, по-братски. По-братски, По-братски, тройка. ребята, 3. по-соседски. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайки и пиши комментарии. До встречи на поляне.